Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как взять в долг 400 тысяч рублей, их не отдавать, и вам за это ничего не будет. Итак, поехали! Но на самом деле я не буду вас учить о том, как кого-то обманывать или кидать, я лишь расскажу свой опыт. Итак, было где-то 10 лет назад, я был на первом курсе и учился в Академии музыки имени Гнесиных. Вот, учился на первом курсе в конце примерно. И работал, подрабатывал, конечно, пел в ресторанах, пел в церковных хорах. Какие-то денежки у меня получалось скопить. И я помню, что на тот момент я накопил примерно 60 тысяч, где-то 57-58 тысяч накопил. И у меня был один товарищ. У меня был товарищ, с которым мы познакомились на Авито. То есть это был не друг, не старый знакомый. Товарищ, с которым мы хотели запустить свой бизнес. Я точно не помню, то ли мы хотели открыть школу танцев, то ли у него уже была школа танцев, и мы хотели ее развивать. И мы как-то с ним познакомились на вот сайте вот этом, да, по бизнесу. И вот мы с ним начали что-то договариваться, общаться. И вот знаете, попадаются такие люди, которые вот сразу чувствуется, что это ваш человек, что это ваш будущий партнер. Он такой открытый, честный, добрый, всегда на связи, всегда позвонит, всегда в чем-то поддержит. То есть даже на тот момент какие-то близкие друзья оказались в итоге не такими близкими, как вот этот посторонний вроде бы человек, который стал в одночасье другом. У нас была куча проектов, куча всяких мыслей. И вот в один прекрасный момент он просто приходит и говорит: Вань, слушай, у меня проблема, у меня, значит, моя жена забрала у меня ребенка, мы живем не вместе. И я 3 года не платил алименты, и вот сейчас вот у нас суды, и если вот я сейчас не отдам 56 тысяч, то жена запретит мне общаться с ребенком. Ты мог бы мне занять вот эту сумму денег? Я говорю: слушай, ну вот у меня есть сейчас 57 тысяч, говорю, но я хочу 60 тысяч накопить. Моя цель была поехать в Америку, Walk and Travel. Раньше была такая вот организация, которая отправляла в Америку детей, да, студентов. И можно было 2-3 месяца поработать, поучиться, поучить язык. И вот это прям моя была такая мечта. Я вот больше года копил деньги, во всем себя ограничивал. Вот, и он говорит: ты мне сегодня дай, сегодня пятница, я тебе в понедельник уже отдам. Но вот мне вот буквально сегодня закрыть этот долг перед этой женой своей, да, и деньги вернутся уже в понедельник. Потому что мне там заказчик какой-то за дверью, у него еще какой-то бизнес был, по дверям, по окнам, не помню уже. Вот, я тебе верну в понедельник уже железно. Я говорю: слушай, ну ладно, как бы, 56 тысяч могу, вот себе 1000 оставил, да. Ну ладно, как бы по-дружески, почему нет, ребенок святое, там все, да. Вот, даю ему эти деньги, он говорит: давай я тебе расписку напишу. Я даже не хотел сначала расписку с него брать. Написал расписку, отдал загранпаспорт свой в залог. Ну, то есть, как бы все красиво, все сделал, да. Я говорю: ну все, в понедельник тогда жду, да. В общем, наступает понедельник, он не алло, ни туда, ни сюда. Вторник, среда. В итоге, только через неделю до него дозваниваюсь. Он говорит: Ваня, извини, слушай, куча народу, куча проблем, куча там, деньги не перевели еще. Ну, сейчас с расчетником там чуть-чуть заморозился. Вот сейчас на следующей неделе точно будет. Я говорю: хорошо, подождем. Все, жду еще там несколько дней, опять названиваю, опять это. Опять он говорит: слушай, Вань, так и так, вот, извини, что 2 недели тяну, но вот скоро будет, скоро-скоро. Я говорю: слушай, у меня уже в следующем месяце нужно подавать документы и проплачивать предоплату за Walk and Travel, потому что потом уже будет поздно. Он говорит: все, вот, в конце месяца точно отдам. И вот это, знаете, канитель, как всегда, отдам. В общем, конечно, обидно произошло, что через месяц он вообще пропал. Вот, через 1,5 месяца я понял, что уже, конечно, всем моим мечтам не суждено сбыться. И я ему написал смс, потому что он не брал мой телефон, что я пойду писать заявление в полицию, потому что мне многие друзья советовали: иди пиши заявление в полицию. И я был уверен, знаете, что по нашему законодательству, я был молодой, мне было меньше 20 лет, 19, наверное, я сейчас приду в отделение полиции, напишу заявление. Но получается, по факту, вот как я считал, что это мошенничество, да, то есть человек меня, просто-напросто обманул. И я считал, что он украл мои деньги. То есть, когда у тебя берут деньги и не отдают их, это, считается воровство, да, получается. И я пришел в полицию, значит, говорю: дайте мне заявление, вот описал ситуацию, что я дал такому-то человеку деньги под расписку, он не возвращает, на связь не выходит, но я знаю, где он живет.
И я уверен был, что я сейчас пишу заявление, полицейский берет меня, сажает в машину, мы едем железнодорожный, там он прописан, живет. И там ОМОН его берет, сразу скрывает квартиру, вытаскивают его, везут там в тюрьму, описывают там имущество, холодильники, все продают, и мне возвращают мои 60 тысяч. Но по факту все получилось не так. То есть мне этот полицейский говорит, ну ты пиши заявление, но это тебе не поможет. Я тебе по секрету скажу. Я говорю, в смысле, что вы имеете в виду? Ну, говорит, это все фигня, никто тебе деньги не вернет. Надо, говорит, возвращать другими способами. А я говорю, а как возвращать? Он говорит, ну, я тебе не говорил этого, но бери пару-тройку друзей, приезжайте к нему и разговаривайте по-другому. Я говорю, то есть вы хотите сказать, мне нужно взять просто ребят, дать ему, выбить из него эти деньги, и тогда он мне вернет. Он говорит, я тебе как бы это не говорил, но это так, это самый действенный способ. Вот, ну и, конечно, в итоге я заявление написал, не хотела никакого криминала, вот, хотя были возможности и с людьми нужными поехать туда, вот, но они бы, опять же, взяли бы свою долю, и я бы все равно ничего не вернул. Вот, в итоге он потом, я написал ему смс-ку, что так и так, заявление на тебя написано, все, ты, короче, попал, дяденька, так и так. Вот, а он мне на что пишет? Да, пофиг, какое заявление, говорит, уже 2 месяца прошло, ну, почти что уже 2 месяца в тот момент прошло. А в России, типа, в 2 месяца, когда ты берешь долги и не платишь, у тебя это сгорает заявление. Я говорю, так, а загранпаспорт? Он говорит, да, пофиг, я написал уже, что я его потерял. То есть, понимаете, человек просто-напросто мошеннически меня кинул. Вот, и один раз, уже прошло, наверное, 3 месяца, я познакомился с человеком, продавал землю, бабушкин старый участок. И познакомился с человеком, который в дальнейшем стал мне таким близким другом и, можно сказать, братом, а который меня спас в этой ситуации. Вот он что-то спросил, что у тебя там за проблема, ну какой-то грустный ходил. Я говорю, ну вот человек как бы кинул, говорю, вроде бы так красиво все общались, и столько планов было и все, а вот взял и так вот некрасиво кинул. Он говорит, давай его телефон. Знаю, там побить его прям вот. Но потом думал, ладно, что мне это даст? Все, забрал свои деньги. Конечно, для меня это были большие деньги, 60 тысяч на тот момент. Я много перенервничал, я переживал, я не спал ночами. Вот. Тогда у моего папы была зарплата 19-20 тысяч. Ну, представляете, как это для меня, какая большая была сумма. Вот, если я на 300 рублей в неделю жил, продукты покупал. Вот. Так что для меня, конечно, был такой шок, но хорошо, что все разрешилось. Вот. И как бы с того момента я зарекся деньги никому не давать никогда в долг. Вот, потому что, в принципе, я в долг никогда деньги сам не брал. Вот никогда, я себя сколько помню, мне как-то было стыдно просить у людей деньги. Я никогда не брал кредиты, я ни одного телефона. Вот когда пошли эти телефоны, мода, да, и все брали вот эти кредиты на телефоны. Я никогда даже телефон не брал в кредит. Не говоря там уже о автомобилях или чем-то еще. Ну, то есть никогда я кредиты не брал. Я считаю, что это как-то, ну, опасно, сложно, что можно потом, если вдруг с тобой что-то случится, как ты будешь отдавать. Вот у меня самое первое такое боязнь этих кредитов. И, соответственно, никогда я не брал деньги. Может быть, один раз в жизни вот у меня не было там, спустился в столовую покушать, и не было у меня 50 рублей. Вот я там перезанял 50 рублей, и то я сразу там в куртке взял и отдал, да? Ну, вот такая ситуация была. Вот это то, что я максимум занимал. Вот, а у меня почему-то всю жизнь все просили деньги, вот там 1 000, 2 1000, вот этому 60 тысяч. Там тоже, получается, было такое, что одному 5000 занял, он
потом как-то слился, пропал, вообще потом номер сменил, ну, это еще раньше было. И вот каждый раз я говорю, я больше не буду занимать. И вот следующая ситуация была такая. Мой товарищ, реально мой друг, с которым мы вместе долго работали, мы работали в охранном предприятии, я был водителем, он был таким здоровенным охранником, классный парень, суперский, очень умный, начитанный, мой земляк. И тоже мы там и с семьями отдыхали, у него ребенок родился, все так классно. И один раз был такой случай, что он мне звонит, говорит, Ваня, слушай, у меня проблема, короче, у нас ребенок, у него что-то там проблема с сердцем, и нужна срочная операция. А я как бы знаю этого ребенка, да, что он родился, что он, ну, там, ему годик уже исполнился, то есть это все на моих глазах шло. Вот, да, какие-то проблемы были, я это помню. Он говорит, можешь делать так? Я говорю, слушай, но у меня нету сейчас денег вообще. У меня реально там не было, да, денег. Но у меня была машина Peugeot 407. Он говорит, давай сделаем так. Можешь заложить свою машину в ломбард? Вот, мне деньги дашь, я быстренько все это свои дела сделаю, свою машину продаю, она у меня уже на продаже стоит, вот у меня уже клиент есть. И тебе сразу деньги возвращаем, мы твою машину выкупаем, как бы все, и я тебе еще даже какой-то процент за это заплачу. Я говорю, да ладно, конечно, я помогу, ты что, это ж ребенок, там, ты мой друг, как без этого? В итоге мы закладываем мою машину в ломбард, на которой я передвигаюсь, на которой я там зарабатываю деньги, опять же, да. Закладываем, получаем за нее там 300 тысяч. А, нет, 360 тысяч мы за нее получаем. И, короче, он говорит, мне нужно 340 тысяч. Я говорю, ну давай, ладно, как договорились, я тебе помогаю. Даю ему 340 тысяч. Ну, конечно, без расписок, ребят, без всего. Но это друг. Это реально близкий друг. Товарищ, как бы, да. Все. Брат, можно сказать. Даю 340 тысяч. Все, он говорит, я вот там у меня клиент уже есть. Все, неделька-две, там все, деньги будут. Ну, в итоге все, как бы, я успокаиваюсь, верю человеку. И в один прекрасный момент, ну, в течение недели, может быть, полторы, он мне звонит, говорит, Вань, ты знаешь, я свою машину поехал продавать, а был что-то гололед или что-то, и врезался и разбил ее. Типа машина не подлежит восстановлению. Я говорю, а что теперь делать? Ну все, говорит, у тебя, ну, как бы я тебе не могу сейчас твои 300 тысяч вернуть. Я говорю, слушай, а то, что моя машина в ломбарде стоит, ведь я за нее должен каждый месяц еще платить, то есть там 5%, по-моему, платишь, да, за то, что машина стоит, за то, что если ты ее не выкупаешь, то есть я там 5-10 тысяч должен платить. Он говорит, слушай, ну я буду тебе там помогать, но не переживай, ну братишка там, ну пойми, то есть все. В итоге проходит месяц, я плачу. В итоге проходит второй месяц, опять плачу. Вот, и так получается, что мой друг мне пропал вообще, в социальные сети пропал. Приезжаю к нему на квартиру, ну, когда я постоянно ездил в гости, мне открывает женщина и говорит, вы знаете, тут они уже не живут целый месяц. Все, человек пропал, понимаете. И я остался один на один со своими проблемами. Вот, в итоге все, машину я потерял, деньги я потерял, остался у разбитого корыта, можно так сказать. И вы знаете, в этой ситуации, конечно, я очень сильно был расстроен, потому что я посчитал себя полным лохом, с одной стороны. А с другой стороны, я потом очень много по этому поводу думал. Вот этот друг, он был непростой. То есть он постоянно мне предлагал какие-то криминальные схемы. То там кого-то ограбить, то заниматься плохие вещества продавать, то еще что-то. И как бы я ему никогда не говорил и да, и нет. Как бы да, хотелось на тот момент зарабатывать большие деньги. То есть он говорил, там сейчас мы там кое-что перепродадим, купим, там то все раскидаем, 1 000 000 получим, да. Не вкладывая ничего практически. И я не хотел в это ввязываться. Я понимал, что это все плохо, это криминально, это, ну, это гнусно, да, там, кидать людей, обманывать людей, еще что-то. Вот. И как бы слава богу, что мы не начали ничего, да. Вот на этом моменте как раз, может быть, он эти деньги брал как раз таки не для ребенка, а вот на, чтобы какую-то схему прокрутить. Вот. И получилось так, что хорошо, что я не влез ни в какой криминал. И только потом, через год, я узнал, что он сидит. То есть он действительно эти деньги взял, куда-то вложил, что-то перепродал запрещенное и получил 15 лет заключения. То есть, соответственно, конечно, и жена там уехала от него, и ребенок, да, его уже долго не увидит.
И вот тогда я понял, что да, понимаете, я заплатил 300 тысяч, 340 тысяч, но я купил себе свободу, потому что, возможно, и я мог бы попасть вот с ним в его... по своей глупости, по дурости, то, что я молодой был, я тогда еще не отдавал отчет, да, вот в этом всем. Я считал, что, ну да, классно заработать быстрые деньги, ничего не делая. Ну вот, но я понял, что вот мне высшие силы, да, какая-то вот сила дала, говорит: Ваня, ты потерял эти деньги. Ну, слава богу, что ты остался на свободе. Это самое главное, что есть у человека. Поэтому, друзья, я никому не советую брать в долги, давать в долг. И вот с того момента я реально зарекся, что не буду отдавать никому в долг. Но все равно, вот знаете, периодически меня, видимо, проверяет какая-то высшая сила, да, и подкидывать людей, которые просят у меня там, да, 1000 рублей могут попросить, там, ой, скинь, пожалуйста, на телефон, там, еще что-то, ой, там, мама заболела, там, рак, то все. И понимаете, я понял одно: если ты даешь в долг, то ты подставляешь человека, потому что он просит вроде бы на лечение мамы, а в итоге он эти там 20, 30, 50 тысяч, вдруг он купит себе наркотики, обколется и умрет от этого. То есть, получается, будет эта вина на вас. Раньше я, честно сказать, вот прохожу мимо бабушки в метро, хочется дать, но всегда даю деньги, да, мимо дедушки, мимо нищего, всегда 5 рублей, 10 рублей кому-то даю, хочется всем помочь. Вот такое сердце, знаете, у меня, что вот меня разрывает, да, когда сидит бабушка, пенсионерка, никто ей не помогает. И один раз я подошел, говорю: бабуль, вот так и так, вы, наверное, есть хотите, вот вам бананчик. Иди бананом, нафиг мне твой банан. И я такой про себя думаю: ё-моё, ты же деньги берешь для того, чтобы себе еду покупать. Что тебе банан-то не понравился? Ну, скажи спасибо и сиди дальше себе, да? И после этого я понял, знаете, все, не буду никому давать. Реально, хочешь получать что-то, есть какие-то социальные службы, есть приюты, есть еще что-то. Всем мил не будешь, друзья. И вот тоже делайте вывод: не давайте никому долг, ни у кого не берите в долг. И старайтесь, как бы, если уж взяли долг, обязательно возвращайте, потому что вас потом точно накажет судьба и высшие силы. Ну, так что, пожалуйста, напишите мне сейчас в комментариях, как вы вот в этой ситуации обходитесь, занимаете ли вы деньги у других или даете в долг. Мне очень понятно, как у других это происходит. И реально, вот если вы дали в долг, вам возвращают сразу эти деньги? Или это только у меня так происходит? Может быть, у меня на лице написано, что я придурок, да? Вот. Хотя я понимаю, что все в жизни происходит не просто так, и все долги какие-то кармические там возвращаются. Но не знаю, что я там в прошлой жизни у кого назанимал, что все меня в этой жизни кидают. Но опять же, меня все кидают в хорошем смысле. И если бы тот человек на 60 тысяч меня не кинул, я бы не нашел себе брата. То есть реально у меня сейчас есть посторонний человек, до которого я раньше не знал, но он сейчас мне дороже любых братьев. Это мой самый лучший друг, самый близкий брат. Санечка, привет тебе, я тебя очень люблю, уважаю, всю твою семью ценю и обнимаю маму, Аленку, всех. Это вот я пользуюсь случаем, передаю привет. И второй случай: если бы меня не кинули на 340 тысяч, понимаете, я, может быть, сейчас бы вообще с вами не общался, не разговаривал. А сидел бы сейчас и читал книжки, и с мужиками бы чиферу гонял. Так что все в жизни не просто так, я считаю. Друзья, спасибо, что меня послушали. Я думаю, что было интересно. Пожалуйста, не берите в долги, не влазьте в кредиты. Старайтесь зарабатывать честным путем, и у вас все будет прекрасно в жизни. Все, я всех обнимаю, целую, пока-пока. Удачи и всех благ.